В этом видео мы рассмотрим возможность GraphMaking 2D для сглаживания и расчета трансформант по профильным данным. Начнем с создания пустого проекта. Также вы можете работать с проектом, в котором уже имеются какие-то данные. Модуль, который предназначен для расчета фильтров и трансформант, в качестве исходных данных берет ту информацию, которая загружена во вкладку «Дополнительные данные» в дереве проекта. Если у вас в проекте уже имеются наблюденные поля, наблюденное гравитационное поле или магнитное поле, вы можете добавить его в дополнительные данные. Это делается следующим образом. Вы находите в дереве проекта соответствующее поле, нажимаете по нему правой кнопкой мыши и выбираете пункт «Добавить дополнительные данные». Также дополнительные данные можно загрузить из файла. Формат файлов абсолютно такой же, как у наблюденных гравитационного магнитного поля, рельефа или точек наблюдения. Выбираем пункт «Добавить данные», нажимаем правой кнопкой мыши по дополнительным данным и выбираем пункт «Добавить данные». Дальше выбираем файл с данными, которые мы хотим добавить. При загрузке дополнительных данных также программа предлагает нам выбрать цвет. Цвет в дальнейшем можно поменять. Вот мы можем увидеть, что у нас один файл добавился, также мы можем добавить еще один. Также выберем какой-нибудь цвет. Мы можем увидеть, что в осях, где рисуются наблюденные рассчитанные поля, добавились загруженные нами дополнительные данные, но только у нас расстояние по профилю пока что выставлено от 0 до 1. Мы можем посмотреть, какие размеры у нас по x у тех данных, которые мы загрузили, от 0 до 37 500. И именно эти значения мы можем выставить для горизонтальных размеров окна. Итак, после того, как мы загрузили интересующие нас данные в группу дополнительных данных, мы можем перейти непосредственно к модулю фильтрации. Заходим во вкладку «Обработка» и выбираем пункт «Фильтры». Далее открывается окно, в котором и осуществляется фильтрация данных или расчет трансформант. В верхнем левом углу располагается область, в которой можно настраивать фильтры и также выбирать данные, по которым рассчитываются фильтры. Также в правой верхней части окна располагаются оси, в которых визуализируются данные до и после фильтрации. Снизу справа визуализируется окно, в котором отрисовывается разница между результатами до и после фильтрации. В левой части окна внизу располагается э, область, где визуализируются спектры и амплитудно-частотные характеристики исходного поля, поля после фильтрации и непосредственно используемого фильтра. И также в левой части окна внизу можно увидеть кнопку «Добавить в проект». Если вы подобрали оптимальные интересующие вас параметры фильтра, то вы можете добавить отфильтрованные данные, также остаточную компоненту в проект. Если что-то из этого не выбрано, например, вы не хотите добавлять остаточную компоненту, то тогда вы снимаете галочку и нажимаете «Добавить проект». Что касается фильтров и трансформант, то в GraphMaking 2D они вычисляются следующим образом. Сначала поле, ну или набор данных расширяется влево и вправо на расстояние, соответствующее половине длины профиля. То есть, например, сейчас у нас длина профиля 37 500 метров и 151 ячейка. Получается, что слева и справа будет добавлено по половине от этого количества, то есть по 75 ячеек. И после этого дополнительно происходит расширение до ближайшей степени двойки в большую сторону, чтобы выполнять расчеты в частотной области с помощью быстрого преобразования Фурье. Единственное исключение – это фильтр скользящее среднее, который вычисляется в действительной области. Можно увидеть, что здесь есть скользящее среднее, которое считается в частотной области, и также есть скользящее среднее, которое вычисляется в действительной области, но, в принципе, результаты расчетов обычно, если и отличаются, то совсем незначительно. Теперь давайте попробуем рассмотреть более подробно все доступные типы фильтров и трансформаций, которые есть в GraphMaking 2D. Можно увидеть, что в начале списка имеется возможность выбора пересчета в верхнее и нижнее полупространство. Отмечу, что две данные трансформации предполагают, что поле задано на горизонтальной поверхности.
В GraphMapping 2D также имеются технические возможности для пересчета поля с произвольной поверхности на горизонтальную и произвольную поверхность, но это осуществляется с помощью опций для моделирования, для решения прямой и обратной задачи. То есть можно подобрать эквивалентную модель поля, которая совпадает с наблюденным полем, и дальше уже для этой модели поле пересчитать на интересующую вас поверхность. Об этом мы более подробно будем говорить в одном из следующих видео, а именно видео, которое будет касаться моделирования на произвольной поверхности и в том числе на рельефе. Движемся дальше. После пересчета вверх и вниз также есть фильтр скользящее среднее. Как я уже говорил, есть две реализации в частотной области и в действительной. Также имеются фильтры Баттерворта, низкочастотный, высокочастотный, полосовой. Также имеются частотные фильтры, фильтры высоких частот, низких частот и полосовой фильтр, которые отличаются от фильтра Баттерворта тем, что у них амплитудно-частотная характеристика выглядит в виде ступени. То есть на определенной частоте происходит срез, и все частоты выше или ниже, или выходящие за пределы заданной полосы обнуляются. Также имеется фильтр Гаусса и возможности для расчета производных, горизонтальной, вертикальной и также модуля полного градиента. Давайте выберем какой-нибудь фильтр, например, пересчет верхнего полупространства, и попробуем им воспользоваться. У пересчета верхнего полупространства имеется всего один параметр, это высота, на которую мы хотим пересчитать поле. Высоту можно задать вручную, то есть можно указать некоторое значение в метрах, и далее нажать кнопку Enter, либо можно перемещать бегунок и таким образом интерактивно смотреть, как у нас меняется поле после применения данного фильтра. Аналогичным образом работают все остальные фильтры, но некоторые фильтры, например, фильтр Баттерворта, требуют задания нескольких параметров. В частности, фильтр Баттерворта требует указать порядок фильтра, который регулирует крутизну фильтра. Мы можем выбрать некоторый порядок фильтра и дальше также варьировать период среза. Также можно для примера рассмотреть расчет производной. Производная требует задания порядка производной. Также порядок можно задавать либо с помощью бегунка, либо можно ввести некоторое интересующее вас значение вручную. После того, как вы выбрали интересующий вас фильтр и подобрали оптимальные параметры, вы можете нажать кнопку «Добавить в проект», и таким образом в проекте во вкладке «Дополнительные данные» появится новый набор данных, соответствующий результатам фильтрации. Можно увидеть, что для производной становится неактивной возможность добавления остаточной компоненты, поскольку производное поле и само поле имеют разные размерности, поэтому и предполагается, что вычитать их будет не нужно. Но, тем не менее, если мы с вами выберем, например, пересчет верхнего полупространства и захотим добавить отфильтрованные данные и остаточную компоненту, то после нажатия «Добавить в проект» мы можем увидеть, что теперь у нас имеется два новых набора данных. Это, собственно, пересчитанное верхнее полупространство, в нашем случае на 2250 метров поля, и также остаточная компонента. Любой из добавленных наборов данных можно задать в качестве наблюденного поля. То есть, например, если вы хотите выполнять моделирование, решение обратной задачи по полю, пересчитанному вверх, вы можете нажать по нему правой кнопкой мыши, выбрать пункт «Задать как наблюденное поле» и выбрать то поле, в качестве которого нужно подставить этот набор данных. И мы можем увидеть, что в верхнем окне для визуализации графиков у нас появилась дельта G наблюденная. Если вам не нужно визуализировать все дополнительные данные, вы можете нажать правой кнопкой мыши по окну и нажать на дополнительные данные, тогда они отключатся. Если хотите их обратно включить, нужно сделать все то же самое. Также вы можете отключать дополнительные данные отдельно через дерево проекта. Выбираем дополнительные данные и выбираем соответствующие дополнительные данные и нажимаем «Показать», либо снимаем галочку. Сейчас, если мы вернем их в визуализацию и, например, захотим отключить дополнительные данные ΔG, то таким образом мы сможем это сделать.